После покупки нового дома парень чувствует себя обязанным провести раскопки на своем заднем дворе. Когда сотни полицейских собрались на берегу реки и на территории близлежащего фермерского хозяйства, звук полицейских сирен разрушил атмосферу. То, что предстало перед их глазами, поначалу не поддавалось объяснению. Нечто такое, что фермер, случайно прогуливаясь по своей лужайке, обнаружил так неожиданно. Это утро началось для фермера Хосе, как и любой другой день. Хосе Антонио Ньевес, фермер из Буэнос-Айреса, решил прогуляться со своей собакой на заднем дворе в рождественский день, когда светило солнце. У него будет возможность исследовать ручьи и речные берега на акрах земли, которые входят в состав фермы. С этими словами он отпер заднюю дверь и удалился. Хосе и понятия не имел, что будет творить историю. Прогуливаясь по берегу реки со своей собакой, Хосе заметил что-то странное, застрявшее в мутной воде. Это оказалось огромное черное яйцо. Хосе остановился. Что это было конкретно? Внезапно его охватило странное чувство интереса. Что-то внутри него побуждало его продолжить расследование. Подойдя ближе, Хосе увидел, что необычный предмет был полностью покрыт грязью. Он решил попытаться откопать его, и по мере того, как он копал, постепенно стали очевидны реальные размеры предмета. Он был 3 футов в ширину, слишком большой, чтобы быть яйцом любого вида. Так, что же это было в частности? Хосе, вытирая пот со лба, работал над этой штукой почти 15 минут. Она прилипла к листому берегу реки, и он изо всех сил пытался ее отцепить. Он вздохнул и повернулся лицом к своей собаке, понимая, что ему понадобятся еще руки, чтобы разобраться, что это за штука. Хосе позвонил своей жене, чтобы попросить о помощи, и рассказал ей, что обнаружил большое черное яйцо, которое, по-видимому, было отложено динозавром. Потеряв дар речи, его жена рассмеялась в ответ, признавшись, что не думала, что он говорит серьезно, и приняла это за шутку. Однако они быстро поняли, что это не шутка. Когда жена Хосе прибыла на берег реки, она потеряла дар речи от увиденного. Желая узнать больше, она помогла Хосе поднять загадочный предмет с земли, стараясь не повредить его. Но, несмотря на все их старания, пара застонала, глядя друг на друга и понимая, что им нужна помощь. Хосе думал, что когда он сообщит им о своей находке на заднем дворе, они поверят ему, когда он позвонит в 911. Однако подобные инциденты редки в таком крошечном городке, как Карлос-Бегасини. Когда полиция поговорила с Хосе, они сначала предположили, что он пошутил, и что звонок был просто очередным розыгрышем каких-то скучающих детей. Однако это не было розыгрышем. Полицейские согласились приехать и посмотреть на объект после того, как Хосе убедил их сделать это. Сотни местных жителей собрались вдоль реки, когда они прибыли на место происшествия. Желая увидеть это необычное явление вблизи, местные жители начали фотографировать. Собака Хосе начала обнюхивать все вокруг. Хосе понятия не имел, что его собака вскоре внесет свой вклад в продолжающееся расследование. Любопытный пес начал лаять и рычать рядом с большим странным предметом, обнюхивая его и виляя хвостом. Чему научилась собака, которая принадлежала Хосе? Хосе и другие члены группы были встревожены лаем и беспокойством. Они понимали, что требуются дополнительные действия и привлечение специалистов. В попытке дать какое-то объяснение необычной находке
Полиция решила привлечь местных археологов из-за высокого уровня стресса и нерешенных проблем. По прибытии два археолога пришли к выводу, что этот предмет на самом деле является остатком древности. Они были переполнены предвкушением и знали, что этот день запомнится им надолго. О, как же они были правы! С помощью двух археологов предмет был извлечен из русла реки и очищен от грязи. На нем, казалось, была мерцающая зеленая структура, напоминающая чешую. Они обнаружили, насколько массивной и увесистой была эта странная вещь, когда предприняли попытку копать дальше. После нескольких часов карабкания по вязкой, мутной воде под палящим солнцем команде удалось извлечь реликвию. Они осторожно погрузили его обратно в машину, чтобы отправить в лабораторию. Они и понятия не имели, что им предстоит узнать некоторые удивительные факты. Археологи изучили странную форму предмета, похожего на раковину, подвергнув его ряду лабораторных тестов. Прошло некоторое время, прежде чем они окончательно объявили, что двухтонный объект был опознан. Но это был не камень, не яйцо и не инопланетный объект. Наконец-то у них появилось объяснение. Как оказалось, это странное существо на самом деле было глиптодонтом, древним животным в форме панциря или панцирной брони. Это открытие, наконец-то нашедшее решение, безмерно взволновало ученых и исследователей. Другие, однако, не разделяли их энтузиазма, когда вскоре обнаружили это. Узнав о находке, эксперты выразили свои опасения и заявили, что это был преднамеренный обман. Многие эксперты выразили свою неспособность дать рациональный и убедительный ответ, задаваясь вопросом, как раковина могла так долго сохраняться в вертикальном положении и в такой отличной форме. Некоторые ученые говорят, что эта находка была какой угодно, но только не подделкой. Глиптодонты доминировали в Южной Америке около 10 тысяч лет назад. Эти существа имели сходство с Volkswagen Beetle по внешнему виду и весу. Хосе, фермер, который первоначально нашел раковину, все еще не был уверен, хотя профессор естественных наук Листер опроверг утверждение о том, что эта находка была подделкой, заявив, что раковина оказалась настоящей раковиной глиптодонта. Хосе был рад, что находка была должным образом признана, но он все еще недоумевал, почему и как долго она находилась на его территории. Считается, что глиптодонты впервые появились и развились в Южной Америке, где они обитали десятки миллионов лет. Несмотря на то, что их кости всегда находили в Уругвае, Аргентине и Бразилии, для исследователей по-прежнему оставалась загадкой одна загадка. Ученые, изучавшие панцирь, обнаружили, что отверстие для головы было расположено в другом месте, чем для хвоста. По мнению ученых, этому повреждению могло быть более чем одно объяснение. Возможно, это произошло недавно, потому что дыра, по-видимому, не была результатом битвы. На территории поместья была обнаружена огромная окаменелость, которая достигала почти 3 футов в длину. Палеонтологи подсчитали, что раковина принадлежала молодому глиптодонту. Максимальный рост этого вида в зрелом возрасте составляет 11 футов. Хосе до сих пор в шоке от того, на что он наткнулся, прогуливаясь по своему заднему двору. Когда он впервые увидел раковину, его охватило любопытство и сомнение, от которых он никогда не сможет избавиться. Это будет воспоминание, которое он всегда будет лелеять. Удивительно верить, что эти массивные, тяжелые животные когда-то бродили по планете.
Ученые со всего мира смогли узнать больше о загадочном глиптодоне благодаря неожиданному открытию этого вида одним фермером. Это только доказывает, что на Земле есть много загадок, которые необходимо разгадать. Кто знает, может быть, в следующий раз, когда вы отправитесь на прогулку по своему саду, вы тоже столкнетесь с одной из них. Если вам понравилась эта история, то, несомненно, следующее видео, которое появится на вашем экране, вас тоже растрогает. Не забудьте подписаться на канал, поставить большой палец вверх и активировать колокольчик для уведомлений, чтобы не пропустить ни одного из наших следующих видео.